Друзья, всех приветствуем, добрейшего утра. Сегодня мы с Гельмутом, с парнями, Тимур с Саней пошли на фундамент. Не переключайтесь, подписывайтесь, пишите комменты и смотрите нас с удовольствием. «22 года назад я приехал в Питер. Вылез утром рано, в 4 утра на вокзале с маленьким рюкзачком вещей и сказал: «Здравствуй, Питер, я приехал». Питер обнял меня, и 22 года я прожил там. Я написал 4 книги о войне, написал 60 песен и музыку к ним, открыл канал и снял 500 фильмов, объехал 15 стран, включая США. И в какой-то момент, спустя 22 года, Питер сказал мне: «Эта ступень для тебя закончилась, тебе пора двигаться дальше». Я прилетел в Калининград, погулял и сказал: «Здравствуй, Кёник, я приехал». И когда мне накидывали все эти непонятные идеи, сейчас у меня такое развенчание мифов: ты не снимешь там квартиру, ты не найдешь там работу, нечего там копать, там все копари прям лютые, и они все выкопали. Как ты будешь там жить, Гельмут? Несчастнейший из смертных. Но мой принцип omnibus dubitandum, как говорили древние, сомневаться во всем, и это всегда помогает. Помните, я как-то говорил изречение Гёте: «Strebe danach, was du willst, dann bekommst du das, was du verdienen hast». Ты должен добиваться того, что хочется, и тогда получишь то, что заслужил. Почва песчаная, хорошая. Еще там. Да где же ты? Интересная мелочь попалась, ребят. Сейчас вот почистили ее. Смотрите, вот такая вот собачка от замка, от молнии. Но это она уже в чищенном виде. Made in France. Hervor. И вот тут вот орел интересный. На современную по своему исполнению не очень похожа. И такая латунь, давно лежавшая, видно по ней. Ну, исполнение достаточно грубое. Может, кто что знает про Hervor из Франции? Зрители, французы, пишите. Копаем дальше. Так, что-то Гельмут тут. Да, слушай, вот на склоне у блиндажей, смотри, накопал. Я сейчас корщеточки достал все. Медицинка какая. Там еще и рисунки, да, какие-то? Да, на вот тебе на ладонь, смотри, расписная. И вот только что я достал сейчас корщеточку. Что-то там даже. Да, вот в лесах Ленинградского фронта такая тоже попадает. Это какая-то военная тема, медицинка, там какие-то таблеточки. Чем черхаб какой-то. Клорина, видишь, клорина. Так, хлорамид. Чего-то там, хлорамид. Весело? Весело, да. Мелкие приятности. Да, вот, такие. Обыватель вот скажет: что не так с этими парнями? Какую-то хрень выкопали, радуются как дети. Да, зачем вам нужен этот мусор, как Да. А это мусор истории, это очень интересно. На склоне зацепились у меня черный сигнал. Сейчас его... Я знаю, у кого японские щетки есть. Там уже цитата, Гельмут, в комментариях. Ага. Японские щетки из Сахалина. Да. Пусть себе. Так. Вот он. Ух ты. Слушай, ну это канцелярия по-любому была тут какая-то.
слушай, это вообще интересно. Так, почистим. Так, вот это класс. Так надо зрителям показать. Ух ты, смотри, какой сохранчик-то. Да, сейчас тут клейма повылазит еще. Да, 100 пудов. Начнутся письма из прошлого, да? Да, начнется опять. Так. Слушай, такой он еще даже нормальный. Он вообще такой, да, весьма коллекционный. Для людей, которые любят вот личные вещи солдат. А это же Писарчук какой-то. Да. Это типа твоего хлебопека. Да. Писарчука теперь нашли. Крепышатого телепузика. Да. Это вот, смотри, как интересно-то. Сейчас мы его почистим. Вообще. Там Там он и пружины все. Только не говорите, не пишите, завороните на полочку, Ага. да? А смотри, нормально сохранился. Вообще нормальный. Путевый. Вот. Предстанет пред ясной очи наших дорогих зрителей. Смотри, какая красота. Вообще симпатичный персонаж. Значит, где-то там в ямке будут сейчас чернильницы, и так далее. Да. Продолжаем, Мы друзья. накидываем себе всяких таких фантазий, они нас бодрят. А в декабрьском лесу это крайне важно. Так что, друзья, пока походим тут по склонам, спешить не будем. В принципе, какие-то сигналы есть. Конечно, тут все покопано, как и на фундаменте, куда ребята пошли. Но я думаю, мы что-нибудь выцепим тут 100% интересное. Продолжаем. Где дырокол был, продолжается сигнал. Вроде цветной даже. Опа. Электрика. Смотрите. Вилка. Бакелитовая. С 3 штырями. И кусочек меди. Там, короче, попалась масленочка из набора. Металлическая, стальная. Гельмут там он наводит. Да, слушай, она в нормальном сохране, как для металла. Так. Видишь, склон песок. Сохран вообще шикарный. Сейчас я тебе почищу, подам. Вполне себе коллекционный вариант. Она ее чуть поднагреть, она разворачивается вся. Смотри, ну она даже вообще такая прикольная получилась. Она и открутится, Ее наверное. вот до конца прям шкурочкой довести, маслицем протереть. Она же двигаться вот так Да, должна. она и двигаться будет, и раскрутится. Там резиновые прокладочки, маслица. Ну, маслица вряд ли, тут небольшие такие отверстия, видишь. Угу. Ну так в целом-то что она? Коллекционная. У кого-то и такой нет в коллекции. Да, 100%. Бакелитовая, конечно, черная, она приятней. То, что есть, уже хорошо. Ну да? они обычно вообще трухлявые попадаются. Да, вот это же жесть. Что там Мгм. она? Вот. Тонкая. Хороший склон, песчаный уже. Прикинь, штычок попадет. Ну, можно накидать себе идей таких интересных да. всяких. Глядишь, вдруг, что избудется. если что-то попадет. Злющий сигнал. Медная проволока. Ну, там что-то крупное звенит. Гораздо крупнее. Блин, распадается вся. Медяшка. Что это она так звенела, что ли? Бойко.
Вот и наш Тимурыч. Потухла вся. Вот она, видишь, как шмякс. Вот такая была. Аж розовая стала. Да, слушай. Да, она прям двухсоставная. Продам. Чё. А на Авито, да, или где ты На работаешь? Авито, конечно. Всё. Бижутерия идет лучше всех. Вау. Так что, ребята. Дошли вот к Тимуру на дом. Движение идет. Санек там еще бегает. Ну вот штатная вермахтовая так называемая подкова, Hufeisen по-немецки, со сменными. Почему у них вот 4 отверстия здесь? В них нарезана резьба. И вот эти вот штатные так называемые, они весной их откручивали, это зимние шипы. И Те вот самые ключи, которые мы вот находим. Тот да. интересный ключик, да, который составляет гордость любой коллекции, потому что на нем хорошее клеймо, там откидывающийся метчик, вот узкий такой шип с одной стороны от ключа, который чистит вот эти вот все отверстия и вот эти пазы под вот эти вот гвозди штатные. Вот сюда они вкручивали. Ну, это, естественно, было только в 41 году. В 42-м уже было им все грустнее, в 43-м стало очень грустно, а в 44-м, извиняйте, дядьку, из-под Ленинграда их вымели. Поэтому подковы уже все попадаются без шипов, а это вот получается зимний вариант. Видишь? Шиповка. Да, поменяли на свежую и пошла массовка. Смотрите, ребят, черный сигнал. Очертания. Вы видите, штык верховой. Вот, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Ладно, дойду. До Гельмута почистим. Он где-то тут рядом. Щечки деревянные были. Оба. Наша любимая с вами тема, ребят. Конина с цветными кольцами. Блин, сколько ее тут попадается, это просто жесть. Вот тут вот центральной нету. Сейчас позвоню. Может, там лежит. Смотрите. Воронка. Заправляли что-то тут. Так, ну что, смотри. Ну, не самый плохой. Нет, пластина вообще в идеале. Просто в идеале. Это редкое явление, она жестяная. Она прям совсем целенькая, смотри, без вообще потерь. Кнопочка будет работать, после электролиза все это работает, все, здесь вылезут номера. Ну, это, я тебе скажу, по нынешним временам не худший сохран. Прям вообще хорош, Паша, я тебя поздравляю, ты красавец. Ну, нормуль. Да. Хлородонт. Зубная паста, надо полагать.
Гельмут зацепился там за что-то. А у меня вон какая находка, ребят. Смотрите. Давненько не попадались мне. А его совсем недавно, похоже, сбросили. Рожик такой. Хожу вокруг, вообще здорово, все так покопано. Просто лунный ландшафт. И старые, и свежие. Дофига, короче. Проходимость тут. Так, ну вот у меня вылетело. Смотрите, медный провод. Похоже, как колпак на свечу зажигания. Похож, но не факт, что он. Внутри как керамика. Такая деталюшка. Всякая мелочевочка. Да, слушай, смотри какая. Барашковая гайка латунная, хромированная. Вон на полштыка. Такая высокая нота Бетховена. Красиво. Надо крутиться, вдруг что-то и посерьезнее будет. Да, интересно. Сигнал интересный был, друзья. И монетка какая-то лежит, уже вижу. Что-то большое. Ну, сейчас почистим и рассмотрим. Щадящая чистка прям в полевых условиях. Да, такой, слушай, вообще интересный. Где ты его сейчас? Я вообще таких ни разу в жизни не находил, Я- походу. Он старше меня, блин. Он с гербом, да? Да, такой герб ранний, интересный. Блин, прям забавно. Парни-монетники сейчас матов там накидают. Да, нам. что ж вы изверги Да, делаете? да, они же Ее ж надо было. мыть надо Ну, он как такой, он подусосанный какой-то. подусосанный, да. Но отмыть можно его в мыльную воду какую-нибудь, как они там. Они тебе там напишут, они, видишь, что монетами занимается, ребята, они же все знают. Ну, все отлично. 60 лет монете, что, коллекционная. Этой эпохи уже нет. Считай, что... Это психотранс, пситранс какой-то. Противогазные деля. Это череп большой был. Вот там звук мне нравится. Так пряги звенят обычно. Как думаешь, Гельмут, да? Я вот прям уверен. Зеркальце, блядь. Блин, я думал, знаешь что? Этот пятимарочник юбилейный. Отсюда по Одни серебру. чукачане, чистокровные. Зеркало, блин. Ага, прикольно. Посмотри с него. Зеркало, не, Пашка, Задняя это часть от скорее часов, всего что ли, или что это? конина. Да ладно. Да, ну, вставка была посеребренная. Тяжелая такая штуковина, ты прикинь. Это цинк посеребренный, походу. Это цинк Или чем-то спиатор, покрытый. короче, Да, или да, спиатор, да. или цинк. Точно. Ну, Лезет как бы, да. всякая дичь. Смотри, какая ручечка-то. Ух ты, блин. Ах ты, класс, класс. Серебро, да? О, вот это дело. Смотри, какая прелесть. Как клинок, как всегда. Золинген Рострай, но куда-то улетел. Такая грустная история. И топорик вон, Гельмут. смотри. Топорик, да, смотри, малый валочник, целый. Сейчас мы его почистим и полюбуемся на клеймо. Есть такая наивная мысль. Что оно покажет себя, Да, да? вот оно с левой стороны должно быть. Вот почистил топорик. Тимурище у нас он роет там, красава. Вот у него такой топорик славный. А где клеймо было? А вот оно, видишь, с левой скулы. как- Впадина, да? Да, впуклая, видишь. Угу. Есть выпуклая, а есть Мгм. впуклая. Тут, скорее всего, наверное, копыта лося было и, наверное, что-нибудь по геринговской теме. Да, скорее да, всего, да. На склоне сигнал. И кажется что-то интересное, друзья. По-моему, это орел. И вроде бы сохран. Ничего. Давайте почистим. Сразу скажу, не является пропагандой ужасов войны.
Только лишь история. Так вот пришел хвастаться парням. Ну вот он. Сейчас будем чистить. У Гельмута японский из Сахалина. Я его увидел метров за 30. Профессиональные эти. Идет, улыбается. Я говорю, что-то сейчас будет происходить. Орлёв. Что скажешь, Сань? Нормально? Вообще красоти. А Собакин что скажет? Да бог ему Скажи, а мне вообще все равно. все. Ложи прямо с этим. А эти зацепы широкие или узкие? Узкие, да? Сегодня почистим. Ну что, ребят, почистили вот. Клеймо. 38-й год, конечно, сохран. Вообще песочный. Зачет. Вот такой птиц. Ну что, еще покопаем, побегаем. Барабанщик был, солдатик оловянный. Как всегда, без головы, но с барабаном. Гельмут вот тут Да, это шурфануть решил. Да, смотри, зацепы от сухарниц. Причем в хорошем сохране. Ну да. Вообще. И пробочка, пуговица от сухарницы, второй зацеп. И пуговица про любовь написано. Угу. Браунсберг. Браунсберг. Угу. Нормуль. Пойдет на восстановление бутылочки. Я их под Питером в лесах Ленинградского фронта за 20 лет накопал, наверное, штук 5. А здесь за 3 выезда накопал штук 70. Вот так вот. Вообще, первым 30 я радовался как ребенок в кулинарной лавке. А потом я начал привыкать. Думаю, заматерел. Друзья, вот хочу поинтересоваться у Гельмута, как у человека, который очень много времени проводит в лесу, на пересеченной местности, на природе. Гельмут, расскажи, пожалуйста, вот какой эти случаи у тебя были 100%? Да. Какой самый вопиющий случай, момент из необъяснимого ты запомнил, находясь на копе, в лесу? И вы, друзья, пишите ваши истории в комментарии. Всегда будет интересно томным зимним вечерком почитать и вам, и мне. Я просто обожаю такие истории. Что-то такое мистическое, что случалось с вами. Охотники, рыбаки, грибники, копатели, комрады. Пишите, друзья. И, конечно, сейчас Гельмут что-то вспомнит. Я думаю, 100% интересное нам Самое расскажет. интересное и необъяснимое, что в принципе, даже для самых неверующих ни в Бога, ни в черта людей, что случается во всех странах, даже если мы помним такие фильмы, как «На грани» с Энтони Хопкинсом и Алеком Болдуином, если вы не смотрели, посмотрите, это очень терпкий фильм, интереснейший. Это «Когда леший крутит». Еще маленьким, в уральской маленькой деревне, когда я ходил с охотниками, мы блудили. Мне там было лет 12, наверное, я там бегал за ними, а то и меньше. И они всегда говорили, чертов леший крутит. Надо залезть на пень, отматерить его, сойти, идти в любую сторону и так далее. Вот таких историй невероятное количество. На Урале я жил, в Ханты-Мансийском округе я жил, где угодно, в Питере я жил. И везде леший меня крутил. И об этом знают многие охотники, рыболовы. И помните, такая есть поговорка: самая длинная дорога начинается с фразы «я знаю короткий путь». И вот это от лукавого, как раз вот это леший шепчет тебе: а пойдем вот сюда, здесь короче. И ты уходишь, но самое ужасающее и мистическое, и даже сакральное, когда ты возвращаешься на то место, где ты съел конфетку, на куст бумажку зацепил, и ты приходишь туда, а там написано «Здравствуй, Гельмут». Вот это невероятное действо. Это случалось не только со мной, а со мной это случалось во всех регионах, что я жил. И вот тут начинаешь понимать, что вот эти высшие силы, которым принадлежит этот лес, вот этот дедушка Хабар, вот этот леший, вот этот орлькёник, может быть что-то еще. У нас есть Бог, у каждого свой, у иудеев свой, у мусульман свой, у православных, у католиков. У нас у всех свои боги, но это одно высшее существо. И вот это проявление вот этого лешего, старорусские вот эти басни, в разных странах он по-разному называется. Надо отдать ему какую-то дань, либо кто-то говорит, надо очень ласково с ним разговаривать, кто-то говорит, надо встать на что-то высокое, залезть на дерево, встать на пень, отматерить его, потом идти в любую другую сторону, и ты выйдешь. Вот эти все моменты,
А мы же не забываем, мы сейчас находимся в лесах войны. Они пропитаны кровью. Человек падал, и его душа вот здесь, между верхушек деревьев, улетала в небеса. Вы же понимаете, те, кто верит. Ну что, друзья, вот такой выезд у нас сегодня состоялся. Благодарю всех за просмотр. Ставьте пальцы вверх, пишите комменты. У кого проблемы с YouTube, обязательно заходите на Дзен. Кто желает поддержать, описание и закрепленный комментарий подскажут, как это сделать. Желаю всем мира, здоровья и добра. Всем пока. До новых встреч.